ребята! Сегодня у нас очередное видео из рубрики «Фитнес-покупки». Я надеюсь, вам нравятся такие ролики, так что пальчики вверх, если что. У меня сегодня отличное настроение, несмотря на ужаснейшую погоду. Это не лето, я отказываюсь верить, что это лето. Мне даже оделось, как холодно у нас в квартире. В общем, я сегодня вам хочу показать свои недавние покупки фитнес-тематики. У меня недавно появилась новая спортивная одежда, новые кроссовки, обувь. Очень много полезных вкусняшек я попробовала за последнее время. Так что, если вам интересна эта рубрика, продолжаем смотреть. Я даже волосы нацепила, чтобы согреться. Так, давайте, наверное, начнем с полезных вкусняшек. Это именно будут вкусняшки, что-то сладенькое, но полезное. И я, наверное, продолжу тему о том, как вы мне дарите очень много подарков при встрече. И как-то девчонка мне одна подарила целый пакетище вот таких вот вкусных полезных батончиков. Там еще были какие-то хлебцы или что-то в этом роде, и было гораздо больше этих батончиков, но это все, что дожило до этого ролика. Я специально Дима, не трогай батончики, мне нужно показать их в ролике. Просто мне они действительно очень понравились, и девочка, по-моему, занимается этой фирмой. Честно, я не помню, как она называется. Если что, я оставлю в описании. И вообще все ссылочки, все, что будет в ролике, я в описании всегда прописываю, если кто не знал. Так что вот такие вот вкусненькие батончики. Мне очень понравился вот этот с лимоном и льном. Очень вкусные и очень все разные. Так что вот такие батончики вообще это отличнейший вариант перекуса. К примеру, можно съесть просто обыкновенный батончик такой, или же с йогуртом, или с яблочком закусить. Так что, если вы какие-то батончики такие кушаете, напишите, сколько раз в день вы их кушаете. У меня обычно где-то 2, наверное, выходит за день. Ну, может, больше. Наверняка у каждой и у каждого из нас есть друзья, которые вот только-только хотят стать на истинный путь правильного питания, да, и многие из них, конечно, любят сладенькое. Ну, давайте признаемся, кто вообще не любит сладкое? Я тоже люблю, но все-таки хочется как-то сделать наше питание более правильным и даже шоколад найти правильный. Так вот, я его нашла. Здесь у меня горький шоколад кондитерской фабрики Победа, и я взяла себе 4 плиточки, было 4, осталось 2, опять же они дожили специально для ролика. И у меня здесь черный горький шоколад 72% какао, и вот такой вот молочный 36% какао. Конечно же, вы увидели здесь надпись без сахара, и, естественно, возникнет вопрос, а что же сладенького тогда в этом шоколаде, от чего сладость идет? Сладость идет от натурального сахарозаменителя. Ну-ка, конечно же, стевия. И вы, естественно, знаете уже об этом всем на моем канале. И в данном случае в этом шоколаде нет какого-то горького привкуса, вообще какого-то привкуса странного я не ощущала. То есть этот шоколад на вкус как обыкновенный шоколад, только еще и плюс полезный. Полезный он не только для худеющих, но и при диабете его тоже можно кушать. Мне кажется, это огромнейший прям плюс. И что я с ним делаю? Я обычно его могу просто на завтрак сделать себе, допустим, овсяную кашку, положить вот такую вот, допустим, квадратик, там сколько, 4 квадратика, и с кашей овсяной просто обалденно идет. Еще я нашла классный такой вариант. Я в мультиварке на пару в какой-то чашечке растапливаю вот этот шоколад. В этой же мультиварке я готовлю пирог и потом расплавленным этим шоколадом все сверху поливаю. Это очень вкусно. Раньше я просто фанатела от молочного шоколада, вот только его покупала. Теперь я могу и горький, и молочный есть, мне он любой нравится. Это, наверное, изголодалась уже по шоколаду. Кстати, это очень классная моральная разгрузка с помощью такого полезного шоколада. И мне очень хочется, чтобы вы оценили его так же, как и я. Так что в описании под этим роликом я оставлю промокод, который вы можете ввести на сайте и получить бесплатный шоколад с бесплатной доставкой. Так что бегом-бегом обязательно пользуйтесь. Так, а ну-ка признавайтесь, вы, наверное, точно хотите, чтобы я растолстела, да? Почему тогда мне все дарят мед при встрече? Вот все девчонки, какие-то сладости, какие-то конфеточки, мед. Это, конечно, очень приятно, но я чувствую себя какой-то пчелкой. И вот одна девчонка при встрече мне подарила мед алтайский с кедровыми орешками. Боже мой, как же это вкусно! Я просто не могу вам рассказать об этом. Я даже от самого запаха тащусь, и я могу просто прикусочку с чаем есть этот мед. Я не добавляю этот мед в чай, то есть не кладу ложку именно в горячую воду. Наверное, уже все об этом знают, что мед просто при термической обработке превращается, в обычный сахар как будто. Так что, если вы кушаете мед, обязательно просто в прикусочку. Я очень люблю это делать. Так, ну что ж, с вкусняшками мы закончили, и теперь я хочу поговорить на очень такую деликатную тему. Это запахи. Все
все мы с вами тут занимаемся спортом, и, естественно, хочется, чтобы наша форма всегда оставалась свежей, кроссовки пахли только ромашковым полем, а непонятно чем, и форма была тоже как новенькая. В частности, меня очень всегда интересовал вопрос, как сохранить кроссовки свежими, потому что все-таки потоотделение у всех по-разному бывает, и потеть это нормально. Вот лично у меня потоотделение такое довольно-таки мужицкое, если можно так сказать. И раньше, когда не было разных там спреев и так далее, я пользовалась формидроном. Это нормально. И совсем недавно я познакомилась вот с таким вот спреем Sport Fresh. Он предназначен специально для спортивной одежды, и он именно устраняет источник неприятного запаха, не маскирует его. Приятно пахнет какой-то ментоловой жвачкой, но запах такой недушный, очень приятный. Там, по-моему, если я не ошибаюсь, были на сайте какие-то красноватые бутылочки, вроде бы другой запах, я точно не уверена, но мне понравился именно вот такой вот запах, он такой более свежий, что ли. И этим спреем можно пользоваться не только для спортивной обуви, но и запшикивать, допустим, область подмышек на вашу одежду после того, как вы занимаетесь, сразу же обработали вашу одежду, ваши кроссовочки, допустим, какие-то перчатки для спорта, с которыми вы занимаетесь, или боксерские перчатки, если это парням необходимо. В общем, я очень давно искала такую вещь, я очень рада, что нашла такой продукт, и его действия хватает довольно-таки надолго, и сам расход довольно-таки экономичный. Самое главное, что он полностью безопасен для человека. Так, ну что, переходим к одежде. Это последнее, о чем я хочу вам рассказать. И сегодня у меня будет две марки, это Reebok и Adidas. Кстати, я вот недавно слышала, кто-то говорит Adidas. Я всегда говорила Adidas. Я знаю, что Nike, но Adidas? Как вы говорите, как будет правильнее? Все-таки фитнес-блогеру нужно знать, как говорится правильно, Adidas или Adidas. Так, давайте начнем, наверное, с Reebok. Я с ними очень часто сотрудничаю, и они мне иногда привозят какие-то новинки, и у меня впервые, я первая, кто получил эти новые кроссовки. Они вот буквально на днях появятся в продаже. Во-первых, посмотрите на эту коробочку, она выглядит как какой-то контейнер, такая специфическая линейка, они в большей степени направлены все-таки на кроссфит. Если у Adidas, Nike что-то такое более фитнес, да, направление какое-то может быть, Reebok именно нацелен в большей степени на кроссфит. Мне очень нравится, как они продумывают стиль одежды и кроссовок именно с кроссфит тематикой. И в руках у меня новая новинка, это кроссовочки Nano 6, это новая модель, новая линейка у Reebok, и она вот-вот появится в продаже, и они у меня первые. Боже мой, они мне очень нравятся, такой красивый цвет. Я все думала, как его назвать. Это, скорее всего, изумрудный цвет, надеюсь, он правильно как-то передается на камере, но они очень крутые. Как мне объяснили, вот именно эта модель Nano 6, она предназначена именно для силового тренинга. То есть это кроссовки не для бега, не для какого-то лайтового фитнеса, именно для силового, то есть они очень прочные, здесь у них очень хорошая такая плоская подошва, что нужно для силового тренинга, то есть какие-то веса таскать, какие-то тяжелые тренировки, вот эти кроссовки вам точно будут нужны для этого. И заодно мне дали вот такие вот крутые лосинки, это тоже новая коллекция, они очень круто смотрятся, настолько приятная ткань, и вот видно, что это продумано людьми, которые хоть что-то понимают в спорте. Мне всегда очень непонятно, когда люди берутся, допустим, за какой-то бизнес, за то, что они хотят, допустим, запустить какую-то спортивную одежду, но ничего не понимают в физиологии человека, как он будет работать в этой одежде, и вообще это получается просто не спортивная одежда, а какая-то, допустим, просто обычная, обыденная одежда. То есть это именно одежда для спорта, для того, чтобы вам было удобно, комфортно, то есть я очень довольна. Еще у меня вот такая вот маечка обыкновенная, которая надевается под топик, сзади выглядит вот так. И очень она, кстати, приятная к телу и холодящий такой материал, что мне очень нравится. Также я недавно заскочила в магазин Adidas. Я не знаю почему, но почему-то я всегда избегала вещей от Adidas. Что ли, меня бесили эти полоски, я не знаю, почему так было, но я хотела посмотреть себе обыкновенные шлепки какие-то, в итоге ушла еще и с курточкой. И там я себе нашла, конечно же, розовые шлепанцы. Там была такая моделька, только как вьетнамка, то есть через пальчик. Я захотела именно такую. Почему-то мне вьетнамки всегда очень натирают. И здесь такая особенность, здесь очень мягкая такая селька. Я даже не знаю, какой это материал. То есть, когда пальчики нажимаются, она очень медленно потом отходит. То есть,
Такое ощущение, что ты ходишь по каким-то облачкам, просто ничего не чувствуешь. Нога очень комфортно себя чувствует в этих шлепанцах. И Дима покупал в Рибаке себе подобные шлепки. Если кто видел, там такие черные были. Да, классные, очень мягенько ходишь на них, но там они как-то натирали ему сильно. Здесь же пока вроде бы я еще не надевала, но мне очень нравятся они, тем более такие розовые. И последнее, что я там взяла, вот такую вот спортивную кофточку от Adidas в отделе Originals. И я ее взяла как какую-то обыкновенную вещь, то есть в повседневной жизни. Ее можно надевать как и в спортивном каком-то наряде, или же, допустим, под какое-то серое обычное базовое платье. То есть она универсальная, мне этим она очень не нравится. С длинным рукавом, но я как-то люблю обычно закатывать. По-босяцки, что ли. Принт очень универсальный, подходит абсолютно подо все, как мне кажется. И я очень довольна всеми своими покупками. Надеюсь, из этого вам что-то приглянется. Возможно, вы пойдете в магазин, что-то померите и купите для себя. Или же вы вообще просто узнали о каких-то новых товарах и вкусняшках. Так что обязательно заглядывайте в описании под роликом. Еще раз вам напоминаю, чтобы вы нашли какие-то из этих товаров. И мы с вами встретимся в следующем видео. Всем удачи. Пока-пока.